Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз. Что ждет до конца января 2026 года? События и неожиданности. Давайте узнаем, что же случится, что произойдет. И, возможно, неожиданно где-то будет для вас до конца января. К чему приготовиться? Вот такой вопрос мы тоже зададим. И наш расклад, он обычно мы на нашем канале делаем на декаду, но вот в этом раскладе мы как соберем те вопросы, которые или не вошли в предыдущие прогнозы, или, ну, какие-то новые, может быть, появились нюансы дела или обстоятельства. Вот давайте с вами узнаем. Конечно, наш расклад общий, но тем не менее, надеюсь, мы с вами проведем приятное время, какие-то подсказки вы получите. Итак, достанем 6 карт. И первая будет называться «Что случится?», «Что произойдет?» и «Что вас удивит?». А это уже где-то неожиданно, да? Мы чего-то не ждали. Ну, может быть, и «Кто вас удивит?». Достанем вторую карту. С чем это будет связано? Что или кто появится неожиданно, возможно. И к чему приготовиться? К чему все идет? Вот, может быть, некоторые обстоятельства до конца января. Что будет меняться? Как изменится и ваша жизнь? Может быть, это какое-то, ну, действо или какая-то ситуация, которая заставит вас самих измениться. А что будет продолжаться с заходом на февраль? Давайте такую карту немножечко так продолжим, заглянем в будущее, что имеет смысл, чтобы узнать, да? И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Так что же там вас удивит? Что случится? Что произойдет? Ого! Карта критического мышления. Когда приходится и договариваться, где-то себя уговаривать, может быть, и не уговаривать, а критическое мышление включать и понимать, что есть смысл продолжать, а что нет. Тем не менее, у вас сильная позиция. Карта обещает, что, может быть, где-то удивит. Если долгое время мы как были, ну, как в пространстве, когда в каком-то, да, как в вакууме, или, допустим, наоборот, была какая-то многозадачность, может быть, для кого-то. А здесь мы понимаем, что да нет, тут есть что-то очень важное лично для вас. И поэтому, как, конечно, какое-то решение вам как будто нужно принимать. Может быть, вас и удивит собственное решение. Хотя для кого-то из вас это могут быть вопросы любви. Иногда такое бывает, особенно для вас, мои дорогие девочки. Тут может быть, как вы, да, сами притягательны. Противоположный пол на вас обращает внимание. Иногда это проигрывается. А для вас, мои дорогие мужчины, какая-то важная женщина, которой вы испытываете, может быть, даже страстное влечение. Хочется быть с этой женщиной, может быть, продолжать какие-то контакты. Но все-таки это реже бывает, а вот критическое мышление, есть какая-то тема, когда нужно что-то передумать, пересмотреть. Очень символично, что и Уран тоже. Может быть, вот именно планетарный транзит ретро-Урана, еще пока ретро, до 4 февраля, вас ну, заставляет или возвращает вам какую-то прежнюю ситуацию. Пусть это в отношениях, а пусть это даже по работе. То, что было утрачено или как-то на лад не пошло, да? И вот вам не хочется это бросать. Тут нужно что-то переиграть, передумать. И для этого потребуется критическое мышление. И даже вот удивить вас может такой момент, когда прежде вы были более безапелляционны, вот решили и все как будто, а по факту вопрос не решен. И, ну, вот это напоминание, которое происходит в нашей душе. Мы, ну, как-то отчетливо понимаем, что нет, вот это еще что-то не закончено. Тут нужно как-то правильно расставить либо приоритеты в каком-то вопросе, или, может быть, с кем-то и помириться, почему нет. И это удивляет именно ваше решение, что дай-ка я попробую, потому что я в этом вижу смысл. Или я, даже если мы хотим что-то завершить, да, до точки логической довести, но тогда все равно взаимодействовать придется. Ведь это, знаете, как дипломатия, словно причесать льва в себе. Или лев прообраз нашего эго. Мы думали так, а вот теперь мы понимаем нет. Тут нужно что-то передумать, рассмотреть альтернативу, что вас удивит. А этому может способствовать какая-то новость, туз мечей. Информация, обстоятельства вокруг вас. Какой-то лабиринт, опять же, повторюсь, и вам мог надоесть. И вас это удивляет,
прежде вы, может быть, еще месяц назад. Ну, если и думали, но это такая мысль была, пришла-ушла. А здесь вы отчетливо более понимаете, куда вы хотите идти или что вы хотите продолжать, какая работа вам интересна, чем вы собираетесь заниматься. И к этому, повторюсь, опять же, предпосылки внешние. Кто-то из вас тут может и передумать, и переиграть. Все-таки по восьмерке кубков мы как будто ищем выход, и мы его находим. Какая-то путаница может быть. Недаром, что лабиринт, да, и выход из лабиринта. Вполне вероятно, обстоятельства какого-то дела тоже вас заставляют как изменить метод или изменить прежние договоренности. И здесь у каждого по-своему. Это, знаете, может быть как из разряда осенило. Думал одно, а вот теперь ты видишь какую-то ситуацию в реальности вот совершенно по-другому. Мы можем словно остановиться на полдороги и пересмотреть э, какие-то наши, как и прежние взгляды. Тут что-то глобальное может быть, потому что старший аркан– сила. И вообще эта карта приглашает нас действительно на что-то решиться. Ну, сначала, наверное, нужно решить, а потом оставить на обочине осколки иллюзий. Вот есть какое-то однозначное решение, как будто другого нет, но на это следует решиться. Я хочу сказать, критическое мышление, а туз мечей ведь это прообраз интеллекта. Вот мало эмоций будет. У кого-то уход от эмоций, потому что ситуация требует логики. Кто или что появится неожиданно? Мир. Ну вот, к примеру, тут самому явно нужно как-то действовать, да, или самой с чем-то определяться, чтобы вот этот мир, покой душе воцарился. Для этого какое-то и вам решение однозначное нужно принять, а после этого будете уже какие-то и методы корректировать, может быть, договариваться. Правда, карта мир для кого-то помириться вполне вероятно можно. Для кого-то это даже, знаете, найти взаимопонимание, может быть, на работе или по работе, по каким-то вопросам. Причем не сделать самому себе хуже, ни в коем случае, потому что аркан– сила. Вот как будто вы сейчас можете решить какую-то очень сложную ситуацию и буквально поставить в чем-то точку. Более того, по аркану мир мы остаемся довольны. По сути дела, наше желание исполняется. Кто и что или что появится неожиданно. Может быть, карта свидетельствует все-таки мир и старший аркан о внешних событиях, которые более благоприятно для вас складываются. Ну, для вас, смотрите, 21-й аркан, а потом 20-й. Тут, скорее всего, да, как будто обратное движение. Ну, тут как ретро-уран. И он вернулся именно в Телец. Последние уже аккорды он совершает до 4 февраля. Это ретро-движение. А после 4 в Тельце останется до 26 апреля. Вот это то время, когда Уран больше помогает. Именно помогает какой-то шаблон сломать и отстроить несколько по-другому свою жизнь. Уже с прицелом на будущее. Мы не можем тут безапелляционно что-то как отметать, отказываться. Нам нужно быть прозорливыми, как минимум на пару шагов вперед, чтобы какая-то прежняя история не повторилась. Тут какие-то серьезные мысли могут быть. Причем, как и по части личной жизни, по части дома, ну и по части работы также. Вот посмотрите, очень добрые арканы, как и сила, мир, 20-й старший аркан. Внешняя обстановка или то, что думают люди, или то, что вот как ситуация какая-то вокруг вас сложилась, поверьте, это все не случайно. И явно вас, как Вселенная, к какому-то выводу подталкивает тоже. Все три старшие аркана говорят о взаимодействии с тем, что есть на данный момент, может быть, с некоторыми особенностями, которые уже были, но тем не менее, ведь это карта выздоровления, избавления от боли, от страданий. Вот вам, видимо, нужно что-то решить или на что-то решиться. И причем сделать это очень рационально. Может быть, я такого не исключаю, поскольку два старших аркана, и мы говорим, это что-то внешнее, внешние силы. И кто или что появится неожиданно. Вполне вероятно, как из прошлого какой-то человек, и может быть он на расстоянии. Вот у кого-то так. Ладно, тогда давайте узнаем, а к чему приготовиться. Но приготовиться к тому по пятерке жезлов. Будет еще какой-то информационный хаос продолжаться. Будут еще, и мы их не исключим, люди, которым не следует доверять.
Вам придется постоянно как делить надвое то, что вы услышите, или то, что вы видите, или то, что вам пытаются донести или к чему склонить. Нам как будто и не вправо, и не влево, нам своей дорогой. Но вместе с этой хаотичной информацией может прийти какая-то дельная мысль или кем-то, может быть, оброненная идея, она вам может пригодиться. Но критическое мышление, ну, наверное, это начало-начал. К чему приготовиться? Вот так. Еще один старший аркан. Я не исключаю, к чему приготовиться. Может быть, это вопросы, которые вы будете решать даже в суде. Может быть, они уже у кого-то длятся. Или доведется отправиться в высокие инстанции, согласовывать какие-то важные бумаги. Может быть, и консультация для кого-то потребуется, юриста-адвоката. И именно потому, что какая-то информация, да непонятно какая. Один говорит одно, а делают другое. Вот, кстати, по пятерке жезлов такое проигрывается. Кстати, и люди-то вот где-то в таком же формате, они тоже могут проигрываться. Утром пообещали, к вечеру о нас забыли. И не потому, что кто-то строит какой-то коварный план, человек такой. Или он считает, что это нормально, понимаете? Но мы-то так не считаем. Поэтому и карта говорит, где-то сила. Критическое мышление. Но вот, видимо, с этого все начинается, и далее продолжение, оно может вылиться в какой-то очень хороший итог, мои дорогие. Следующая карта «Мир». И это надо как-то правильно себя определить в чем-то или с кем-то, может быть, в работе, в отношениях, да, или в вопросах дома. Но вполне вероятно, вот есть все-таки то, что вам не совсем нужно, помимо критического мышления, ну, решать самому. Что я имею в виду? Аркан правосудия может говорить, что есть какая-то запутанная тема, к чему приготовиться, да, или к чему это все идет. И вам придется готовить документы в суд для кого-то или заключить какой-то договор, может быть, и по работе, может быть, и брачный контракт, да, ну, что-то вот как будто нам нужно определить для себя, и чтобы это согласовывалось с законом, ведь это карта причина и следствия. И точно так же мы можем сказать, ну, нельзя что-то оставить на потом. Или без внимания махнуть рукой и сказать, да, как-то там оно образуется. Оно, может, и образуется, понятное дело. Или кто-то там уже примет решение, но все же вам все карты, опять же, арканом сила говорят, что именно сейчас ваша сильная позиция. Ты используй для того, чтобы какие-то свои приоритеты сохранить, а не так, что через какое-то время обратка прилетает. Поэтому для кого-то, ну, грамотное понимание законов, как они работают в отношении вас, позволяет решить какие-то запутанные истории или приблизить хотя бы, да, все-таки мы смотрим до конца января, не такой большой срок, ну, может быть, вы что-то и будете продолжать, но теперь уже как будто в другом ключе. Так к чему это все идет? Две пятерки, а в центре правосудие. Пятерка это всегда как заноза. И если пятерка жезлов, я сказала, информационный хаос или какая-то ненадежность. А мы можем включиться как и в работу, за которую нам не заплатят, так и в отношения с людьми, которые сами по себе, ну, имеют просто интерес. Я не говорю, что они ненадежные, они другие. Вот сегодня интерес есть, а завтра он закончился. И в итоге что мы получаем? Отсутствие взаимопонимания и финансовую брешь. Ведь пятерка пентаклей– это всегда недостаток. Если недостаток информации, то тут недостаток строится из отсутствия взаимопонимания, повторюсь, и какого-то неправильного отношения к деньгам. Вот вам, видимо, придется и люди передумывать, и причем, может быть, для кого-то очень серьезно так решение принимать. Так, чтобы это, ну, и себе не навредить, ведь у каждого какие-то свои задачи. Но и аркан правосудия с учетом предыдущих старших арканов говорит, время пришло, к чему все идет. Какая-то история, ты даже если махнул на нее рукой, она тебе всплывет. Вот эта причина и следствие, закон кармы, он все равно сработает. А что это такое вообще, давайте? К чему же это приготовиться-то? Вообще готовиться к празднику надо после победы, буквально так. Ну, может быть, иногда это вопросы дома, вопросы семьи. Но где-то все же жезлы– это и работа, это откуда к нам приходят деньги. Сама по себе карта, знаете, как якорь, причем такой надежный.
Вот вам нужно как себе стабилизировать ваше положение, может быть, и на работе, может быть, и в личной жизни, решить какие-то вопросы, задачи по части дома или по части переезда, может быть, у кого-то и так. Где вы, с кем вы, как вы будете действовать. Вот самые такие простые вопросы, они у вас на кону. А будешь бездействовать, никуда вот эти пятерки не уйдут. Они, ну, тебе будут создавать какую-то путаницу. Они, ну, или все равно у нас такое время, планетарные транзиты, когда соединятся, наверное, или Уран перейдет в Близнецы после 26 апреля. А Уран, мы говорим, это планета-управитель Водолея, а еще и Плутон у нас как раз в Водолее. Тут явно будет что-то меняться, какая-то ситуация ускорится. И вот тогда, по крайней мере, я могу предположить, вот каких-то неожиданностей будет больше, динамики, темпа. А сейчас мы можем чувствовать, что, ну, как-то оно идет вот так вот размеренно, в развалку. Может быть, время, вот кто-то так думает. Но потом уже этого не будет. Как будто темп жизни может поменяться. Поэтому успевайте что-то сделать, мои дорогие. Как изменится ваша жизнь и, возможно, изменит вас самих. Вот карта надежного человека. Именно в этой колоде нам говорят, что все под контролем. Вот, наверное, праздник должен продолжаться не на какой-то период. И поэтому, может быть, у кого-то праздник, да, вот вы нацелены с кем-то и договориться, какие-то документы подписать, выйти из какого-то финансового минуса, но вам придется в этих энергиях оставаться. Потому что тут мало что-то, знаете, как одномоментно получить, совершить, договориться, а именно нужно будет в том же русле продолжать. И эта карта будет говорить, конечно, если мы спросили, как изменится ваша жизнь, у кого-то дела дома напрямую и личной жизни меняются. Потому что по этой карте и вообще карты двора кубковые и, кстати, пентаклевые тоже иногда говорят о наших близких. Пусть это родственники, у кого-то супруги, неважно, что у нас королева. Король, он в других, ну, как бы другой архетип карты. А мы все же говорим, как изменится ваша жизнь или что, а, вам, может быть, даже нужно изменить. Поэтому что отличает королеву пентаклей? Настойчивость в каком-то вопросе или дисциплина, будем говорить. Ведь та идея, как сказка, которая зарождается в ментальности, она ее может создать буквально в реальной жизни и надеяться сама на себя. Она много работает. Но это, знаете, как не в никуда эта работа или какая-то занятость, а какие-то более продуманные решения. Ну и решение, конечно, финансовых вопросов тоже. Хотя я не исключаю, может быть, есть человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог или имеет там асцендент. И, может быть, это будет связано с конкретным человеком, что что-то там будет меняться, и это каким-то образом будет влиять на вас. Вот. У кого-то, может быть, и правда вопросы личной жизни, причем была, к примеру, влюбленность, была дружба, а теперь вы задумаетесь о том, что соединить узы уже. Тогда аркан правосудия будет говорить, мы оформляем отношения. У кого-то проиграется именно так. И тогда, может быть, сложно будет решиться, ну, буквально, может быть, на брак. Понятно, что это не для каждого. Перекладывайте для кого что актуально, поэтому я так подробно перечислила. Но ведь это тоже, да, если мы говорим правосудие, всегда закон. А аркан и иерофант– это тоже о законе, это система иерархии, это традиция. И королеве Пентаклей очень даже свойственны традиции. А вот, кстати, на дне колоды десятка пентаклей. Ну вот, наверное, все то, что я говорила, только еще и в квадрате. Изобилие, процветание, теплый уютный дом или решение вопросов о месте вашего пребывания. Что-то у вас тут, видимо, ну, может быть, не до конца января, а явно будет что-то продолжаться. Но это есть к чему стремиться. Так вот, что же будет продолжаться? Ну, выбор какой-то нам приходится делать. Буквально может быть, по карте, да, вот у кого-то этот переезд и проиграется, а может быть, это у нас паш пентаклей, какое-то известие о деньгах или какая-то новая стратегия. А правда, кому-то, может быть, это придется даже куда-то отправиться, провести какие-то важные переговоры.
или продолжить эти согласования в инстанциях, или какие-то консультации, может быть, у ответственных персон или у юристов, адвокатов. Иногда эта карта шестерка мечей будет говорить, а ведь это карта заслуженного успеха, когда мы делаем первые шаги. Или перестраиваем, может быть, перестроить бизнес, перестроить методы собственной работы. Или задуматься делать карьеру, да. Вот, но вы, правда, что-то тут переиграете. И начало-начал, паш Пентаклей. Ну, конечно, пажи вестники, а иногда они олицетворяют наших детей, может быть, даже взрослых. У кого-то работа может быть с командировками связанная. Или в феврале месяце активности будет больше. Ну, я уже об этом сказала, даже за счет планетарных транзитов. Но заслуженный успех. Да, это не то, что нам само по себе приходит. Это от наших приложенных усилий. Но ведь оно того стоит, потому что как будто карта успех уже обещает. Если ты будешь настойчиво что-то продолжать, что это будет еще продолжаться. Много новостей будет, мои дорогие, это точно. Два пажа. И вы знаете, тут правда как новое направление. Новое направление, или, может быть, это даже вы что-то вот так передумаете, потому что обстановка вас вынуждает что-то пересмотреть или изменить методы работы, методы взаимодействия, у кого что. Вас будет радовать. И если и даже приходится, ну, может быть, буквально в феврале на какие-то курсы пойти, может быть, сертификат вам будет необходимо какой-то получить, то вам все равно, мои дорогие, это будет нравиться. Тут добрые эмоции идут. Давайте откроем карту совет. Отшельник говорит, я люблю эту карту, потому что никто не мешает. Поэтому вам вот никто не мешает, это правда. Но ведь отшельник это философ. Он именно идет своим путем. А еще это карта независимости. Вот, видимо, элемент независимости и независимость, ну, правильно мы понимаем, правда, это не когда мы что-то доказываем там буквально, или яростно, или как-то очень эмоционально. Да нет, это когда мы видим, что доказательства бесполезны, мы просто оставляем этот вопрос и в этом не участвуем. Причем действуем как-то тут немножко по-своему. Но, может быть, для вас эта карта даже будет как совет давать, что вот сейчас именно необходимо уделить какой-то вашей важной идее. Может быть, даже, я такое допускаю, по планетарным транзитам, то, что прежде вы об этом думали, но по какой-то причине не могли реализовать, то вполне вероятно, у вас как новая возможность к этому откроется. И карта ведь иногда говорит о том, что мы, ну, нам как будто нужно взять паузу, нам нужно что-то обдумать. Пауза, она не для того, что как бездействие, а перегруппировка какая-то у вас должна быть и наблюдение. А еще нам говорит эта карта, приготовься к тому, что это только временно. Ну, я об этом тоже сказала по планетарным транзитам. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние, добрые комментарии, за вашу душевность, мои дорогие, душевное тепло. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.